Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом львівського сирника. Саме таким сирником нас пригощали в Карпатах. Ми їздили туди на Різдво. Це ще було 4 роки тому. І дякую, поділилися рецептом. Але гадаю, у кожної господині він свій. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Из вкусовых добавок у меня изюм и вяленая вишня. Изюм предварительно промойте и просушите бумажным полотенцем. Уберите лишнюю влагу. А вишню, если она такая, как у меня, вяленая в сахарном сиропе, мыть не надо. Просто немного измельчите. Добавлять буду сливочное масло и сметану. Масло 100 грамм, сметаны 50. Можете взять только сливочное масло, тогда 150 грамм. Сахар у меня 150 грамм, но вы можете его количество подкорректировать по своему вкусу. Добавить немного меньше или наоборот больше. Обязательно соль, ванильный экстракт или ванильный сахар. Также ароматизатором может быть цедра лимона, апельсина. В общем, что вы любите. И кукурузный крахмал. Немного отсюда возьму. Для сухофруктов их надо подпудрить. Остальное добавлю в творог. Можете заменить его манкой, но мне нравится, когда срез более однородный, без ее крупинок. 4 средних яйца. И, конечно же, творог. Выбирайте вкусный, качественный, жирный. У меня жирностью 9%. Если плотный, обязательно перетирайте через сито или пропустите через мясорубку. В общем, измельчите его перед тем, как будете перебивать блендером. Я его перетираю через сито. Проще растирать по стенкам, не захватываю много. И вот такой получается творог. В таком виде он легче и лучше соединяется с продуктами. И, кстати, все они должны быть комнатной температуры. Творожная масса готовится очень просто. Не надо ничего отдельно взбивать. К творогу добавляю сахар, выливаю яйца, соль, сметана. У меня жирностью 20%, но подойдет любая, начиная от 15%. Сливочное масло высокой жирности, вот оно уже настолько мягкое. Топить до жидкого его не надо. И ванильный экстракт. Крахмал. Чайную ложку с горкой набираю к сухофруктам. Вот этого будет достаточно. Потом еще лучше перемешаю. А это потом добавлю к творогу. Сразу немного все это перемешиваю лопаткой и взбиваю погружным блендером. Вот такой вот творог уже перетертый. Очень хорошо соединится с другими продуктами. И легче перебьется блендером до однородности. Если у вас нет погружного блендера, то хорошо перетрите эту массу лопаткой или немного перемешайте миксером. Но отдельно яйца взбивать не надо. Не насыщайте их воздухом, потому что при выпечке с такими яйцами сырник больше поднимается, а при остывании, соответственно, сильнее оседает. Он и так будет оседать, но не настолько, как со взбитыми яйцами. И его стеночки получатся не такие деформированные. Ну, вот так вот и достаточно. В первую очередь перемешиваю сухофрукты. Смотрю, хватает ли крахмала. В это время уже включила духовку на разогрев. Температура 175 градусов. Все подпудрились. Значит, остальное высыпаю к творогу. Если он у вас слежался, есть комочки плотные, то просейте его обязательно через сито. Теперь добавляю сюда изюм, вишню. Снова перемешиваю, чтобы они равномерно распределились в тесте и нигде не скомковались. Вы можете добавить другие сухофрукты, допустим, нарезать курагу или чернослив и взять их больше. Но здесь настолько вкусная и нежная творожная масса, что вот этого количества изюма и вишень мне как раз достаточно. Вы же приготовьте сразу по рецепту, а потом определите, сколько их добавлять, больше или меньше. Выпекать буду в одной форме, ее размеры по донышку 21 на 10, а высота бортиков, по-моему, 6,5. Но точно все размеры я укажу под рецептом в описании, поэтому обязательно посмотрите. Полностью покрыла ее силиконизированным пергаментом и перекладываю сюда творожную массу порциями, чтобы легче можно было потом разровнять. Заполняю уголки формы, и так как запеканка по краешкам поднимается сильнее, чем в середине, поэтому не выравниваю ее полностью, оставляю такой небольшой бугорок. Все, духовка к этому времени нагрелась, отправляю выпекать.
Сырник испекся, выпекался он 45 минут при температуре 175 градусов, потом ее увеличила до 180 и еще допекала 10 минут. Средний уровень духовки, режим подогрев вверх-вниз без конвекции. Он хорошо поднялся при выпечке, поэтому берите форму с запасом. Вот такой он, достаточно мягкий, но под пальцем пружинит. Оставляю в форме на 30 минут, за это время он немного остынет, осядет и уплотнится. Посмотрите, как оседает сырник. Краешки, те, которые сильнее поднимались, они сильнее и опускаются, и выравниваются с серединой. Достаю из формы, аккуратно переворачиваю, он еще очень-очень мягкий. Снимаю бумагу и в таком виде оставляю до полного остывания. Прошло 4 часа, сырник полностью остыл. Можно готовить глазурь и заливать. К маслу берите его высокой жирности, добавляю молоко и ставлю на маленький огонь. К сахару добавляю какао. В этом видео вот такое. Обязательно просеиваю, чтобы избавиться от комочков. И хорошо перемешиваю до полного соединения продуктов. Молоко нагрелось, но масло пока еще не полностью растаяло, это не страшно. Высыпаю сюда сахар с какао-порошком и возвращаю на огонь. Глазурь нагревается, становится более жидкая, однородная, глянцевая. Останавливаюсь и проверяю, началось кипение или нет. Важно, чтобы до кипения полностью растворился сахар. Да, вот начинает кипеть. Пока только слегка заметные бульки. Кипит, как заварной крем. Вот сейчас засекаю время и провариваю полминуты. Пусть она немного уварится и загустеет. Все, выключаю огонь, но с горячей плиты не снимаю. Продолжается кипение, но оно уже не такое активное, более ленивое. Снимаю с плиты и даю глазури немного остыть. Под решетку подложила пергамент, чтобы на него стекала глазурь. Выливаю сразу не всю и аккуратно разравниваю, покрываю бока, а потом выровняю верхушку. К этому сырнику подходит мягкая шоколадная глазурь, чтобы она была такая же нежная, как и сам сырник. Если не хотите варить такую, то приготовьте ганаш. Возьмите жирные сливки и шоколад 1 к 1. Но не заливайте одним шоколадом, это будет невкусно. Твердая глазурь, нежный сырник не сочетаются. Немного постучу, так слой глазури выровняется и будет более гладким. И поставлю в холодильник на пару часов, чтобы она застыла. Но застывает не только глазурь, а и сам сырник, становится плотнее. А вот при комнатной температуре он просто тает во рту. Поэтому нарезайте его холодным. Видите, глазурь не тянется за ножом. Потом дайте этим кусочкам минут 10 постоять, согреться, подавайте к столу и приятного вам чаепития. Сырник отличается от запеканки тем, что в рецепте много сливочного масла. Благодаря этому у него сливочный вкус, много сухофруктов і обязательно залить шоколадною глазур'ю. Готуйте з задоволенням та насолоджуйтесь. Смачного вам і вашій родині. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.